Ребята, вот такие вот рисунки мы с Даней рисуем. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Перед тем, как начать нашу с вами тему, нужно понять простую истину. У человека есть два мозга. Один находится в голове, а другой находится в желудке, вот здесь, в животе. И они начинают нами управлять. Например, иди съешь бутерброд с сыром, он очень вкусный. Ну что тебе стоит этот кусочек съесть? Никакого вреда он тебе не принесет. И ты идешь к холодильнику, достаешь батон, сыр, нарезаешь и ешь этот бутерброд с сыром. На самом деле мы заедаем проблемы с близким человеком, проблемы на работе, еще какие-то проблемы в жизни. Тем самым проблемы не уходят, а эта еда, которую мы съели, приносит вред нашему организму и нашей с вами фигуре. Расскажу тебе свою историю срывов. На самом первом году сыроедения, когда я только переходила на сыроедение, ну и, конечно, после года сыроедения тоже у меня был срыв. Срыв этот был на вареную кукурузу, на чипсы, на спаржу. Самое сложное было мне отказаться от вареной кукурузы. Наверное, где-то в памяти у меня стояла картинка, как мой дедушка варил кукурузу в казане, 2 часа варил ее там. Потом обильно посыпал ее солью. Мы всей семьей собирались и ели эту кукурузу. И было очень вкусно, и она хрустела, и так далее. Вот. И поэтому я не могла отказаться от этого вкуса. Я думала, как найти замену вареной кукурузе. Вот, и я нашла на рынке кукурузу, правда не вареную, а сырую. И она оказалась намного вкуснее, чем вареная кукуруза. Там зернышки были намного больше. Сорт кукурузы называется Бондюэль. Вот, и поэтому проблема решилась сама собой. Я нашла замену своей любимой еде. Вот через год после этого срыва, после кукурузы, я с подружками пошла в Макдональдс и заказала себе рыбу в лаваше заказала себе, и через день у меня уже поднялась температура под 40. Вот такие вот последствия у меня были. То есть нужно понимать, что ради чего этот срыв произошел. Ради минутного удовольствия. Стоит ли этого? Я считаю, что этого вообще не стоит делать. То есть срываться нет никакого смысла. Все равно потом вернутся все болячки вспять. То есть все, которые болячки были у тебя, они возвращаются. Организм не обманешь. Через болезнь организм начинает отторгать эту еду
и говорить тебе, что эта еда ему не подходит. Он говорит: дай мне нормальную еду, и я также буду здоров и полон энергии. Как не срываться? То есть нужно в меню, чтобы у тебя была разнообразная еда. Если у тебя каждый день одно и то же, конечно, организм потребует что-нибудь вкусного и вредного. Замена есть варенки, и ее очень много. То есть, например, селедка под шубой. Если ты любил селедку под шубой, ты можешь приготовить селедку под шубой в сыроедческом варианте, и она будет намного полезнее, чем та селедка под шубой, которую ты раньше ел. Намного вкуснее и полезнее. Нужно составить разнообразное меню. Например, на завтрак можно сделать зеленый коктейль или сок свежевыжатый сделать. На полдник какие-нибудь хлебцы, просто салат. На обед должны обязательно присутствовать растительные белки. Это тыквенными семечками что-нибудь сделать, например, паштет тыквенный. То есть еда очень разнообразная в сыроедении. Все думают, что сыроедение это очень скучно, просто ешь зелень или еще там морковку. Вот, больше вариантов нет. На самом деле вариантов миллион вариантов, миллион блюд. Сейчас столько рецептов в сыроедении, что готовь не хочу называется. Итак, если срыв все-таки произошел, через час после срыва выпить масло черного тмина с лимоном, либо касторку. Вот, промыть тщательно кишечник, потому что если этого не сделать, последствия будут не очень хорошими. Если тебе понравилось данное видео, ставь лайк, подписывайся на канал. И всем пока. Целую. Целую. Пока.